Всем привет, друзья! На связи Смарт. И сегодня мы поговорим о доме метростроителей 9. История этого дома уникальная, как и остальных домов на Северной Салтовке. Разрушения этого дома настолько сильные, они произошли из-за того, что в одно место попали 2 ракеты «Града». Это большая редкость, и дому очень сильно не повезло. Первая ракета пробила стену, а вторая ракета влетела в эту дырку и, соответственно, взорвалась уже внутри дома. Соответственно, отсюда и обрушение. Ну а мы продолжаем снимать Северную Салтовку и показывать вам истории пострадавших домов и жильцов. В этом видео вы увидите повреждения дома, сгоревшие квартиры, расскажут жильцов. Этот дом когда-то мы уже снимали, еще в зимний период времени. Тогда мы познакомились с Игорем. Игорь нам показал первый подъезд, рассказал о повреждениях этого подъезда. С ним все хорошо. Когда мы общались с жильцами, они сказали, что он сейчас, как переселенец, живет при церкви. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх под этим видео. Также подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм-канал. Сюда попадают кадры, которые не входят в наши сюжеты. Также в Инстаграме вы сможете увидеть более подробно, что мной движет, почему я снимаю Северную Салтовку, мою жизнь. Для того, чтобы понять, зачем я все это делаю. Я просто хочу помочь людям. Ну а мы продолжаем. Хотелось бы начать с кадров, которые сняли зимой по улице Метростроителей 9. Дом сильно пострадал от обстрелов. Рухнуло несколько этажей, разрушена крыша, разрушенный техэтаж. Эти кадры еще были сделаны в феврале месяце. К сожалению, за это время не произошло никаких изменений. Жильцы этого дома в отчаянии. Друзья, а перед тем, как продолжить, хотелось бы вас попросить, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочка в описании. В наш телеграм-канал попадает много интересных фото и видео, которые не входят в наши сюжеты. А еще хотелось бы попросить вас подписать на мой инстаграм-канал. Если вы хотите узнать больше обо мне и что мной движет, обязательно подписывайтесь. Ссылочка появится на экране прямо сейчас. Хотелось бы выразить большую благодарность незламным самураям Харькова. Эти волонтеры приняли меня в свою команду. Незламные самураи Харькова помогают не только обычным жителям, а также они помогают военным, нашим героям в Часовом Яру. Они делают сборы на топливо для того, чтобы доставить гуманитарный груз военным и людям, которые нуждаются в помощи. Поэтому переходите на их инстаграм, подписывайтесь. Ссылочка сейчас покажется на экране. А сейчас вы можете увидеть кадры, которые мы сняли в июне месяце. И как вы можете увидеть, нет никаких изменений. Ситуация очень тяжелая. К сожалению, сейчас нет финансирования. Но мы надеемся, что в ближайшее время найдутся финансы и на людей обратят внимание. В первую очередь жильцы хотят услышать ответы на их вопросы. Подробно в нашем сюжете. И сейчас вы услышите жильцов дома по улице Метростроителей 9. Уважаемые представители власти города, сегодня я обращаюсь к вам с серьезной проблемой, которая продолжает терзать нас, жителей этого города, района, известного на весь мир, Северной Салтовки. Сегодня я говорю от имени всех тех, кто пострадал от военных действий и кто до сих пор остается без должной помощи и поддержки. Мы обращаемся к вам с надеждой на то, что наш голос будет услышан, что наши мольбы будут восприняты серьезно и приняты меры для нашей незамедлительной помощи. Да, ситуация, в которой мы оказались, является результатом ужасной войны, которая разразилась на нашей земле. Наши дома были разрушены, наши семьи потеряли все, и мы были лишены самого фундаментального права – права на безопасное и достойное жилье, нормальную и полноценную жизнь. Но то, что самое обидное, это то, что прошло уже больше года, и до сих пор никаких реальных усилий не предпринимается для восстановления нашего дома и жизни. Наш район стал призраком, зоной отчуждения, а жители – бездомными.
Да, мы слышим ваши обещания, как вы говорите, о необходимости восстановления после войны. Однако слова без дела – это пустой звук. Неизвестно, насколько затянется эта война, что будет дальше и будут ли выплачены обещанные репарации. И вообще, дойдут ли они до нас, на нашу помощь. Мы смотрим вокруг себя и видим, как деньги, которыми мы могли бы быть направлены на восстановление наших домов, тратятся на второстепенные нужды, которые могут подождать. Мы не можем понять, почему наш жилищный вопрос стал таким низкоприоритетным, когда у вас есть ресурсы и средства для его решения. Мы просим вас обратить внимание не только на восстановление наших домов и на другие сопутствующие проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это оплата коммунальных услуг, с которыми мы тоже столкнулись. Дом нежилой, в доме никто не живет, но приходят квитанции. Многие остались без работы, без возможности обеспечить своим семьям достойные условия жизни. Многие проживают в временных общежитиях, без должных средств к существованию. Люди нуждаются в крови, в компенсации за потерянное имущество, за потерю близких и потерю перспектив. Не держите народ за дураков. Все прекрасно видят и понимают, как принимается решение по отношению к выбору компании, на восстановление, какие компании проходят отбор по тендерам. Дайте другим компаниям, у которых есть возможность и желание работать, помочь нам. Мы понимаем, что война нанесла огромные ущербы всей стране. Восстановление займет время, усилия, но мы не можем оставаться бездействующими свидетелями того, как наши проблемы игнорируются и откладываются в долгий ящик. Мы уже долгое время ждем конкретных действий и результатов, но они так и не приходят. Мы призываем вас, представителей власти, возможно, в международные благотворительные фонды, обратить свое внимание на нас, пострадавших жителей. Понимаем, что есть много вопросов и проблем, требующих вашего внимания, но в соответствии с международным правом жилье – это фундаментальное право каждого человека. Мы не можем оставаться бездомными и лишенными надежды на будущее. Мы просим вас увидеть нас и наши нужды. Мы просим вас выделить финансовые средства на восстановление нашего дома и жилищных условий. Мы просим вас разобрать и реализовать программы компенсации для пострадавших, чтобы мы могли начать восстанавливать свою жизнь и вновь стать активными членами общества. Мы нуждаемся в поддержке и возможности для того, чтобы встать на ноги и начать новую жизнь. Уважаемые представители власти, наши голоса должны быть услышаны. Мы не можем ждать вечно. Мы нуждаемся в конкретных действиях и помощи сейчас. Просим вас не оставлять нас в беде и предоставить нам средства и условия для восстановления наших домов, жизней. Хочется верить в то, что вы, как лидеры, которых мы выбирали, не разочаруете нас, сможете принять меры, чтобы помочь нам и вернуть нам надежду на будущее. Еще хотелось бы добавить, что в наш дом, это дом метростроителей 9, в наш дом было 9 попаданий. Дом, как оценили по экспертизе, 45% разрушения. Возможно, даже больше они там написали. У нас разрушены входные группы. Первый подъезд вот частично вообще отсутствует, обвален. Нет крыши над 3-м и 4-м подъездом. Есть прямые попадания в квартиры, которые полностью разрушены, там вообще ничего нет. Подвалы разрушены, то есть у нас нет там ничего, но подключен газ в 3-й подъезд почему-то, его до сих пор не могут отключить. Непонятно почему. Приходят платежки. Да, приходят платежки, и еще у нас было ЧП, нам подключали воду в 4-й подъезд, это была зима, по-моему, или весной, и у нас прорвало, и все текло, и наши соседи приезжали, нам даже не хотели принимать наши заявки, да, потому что мы кооперативный дом. Проблема нашего дома заключается в том, что мы кооперативный дом, и из-за этого возникло очень много сложностей.
Нам изначально говорили, ну прямо в лицо, кто вы такие, вы кооператив, вы должны сами отстраиваться. Потом мы ходили настырно, добивались, писали заявления, в общем, отбивали пороги, и уже там они начали нас признавать, и вроде как признали, что есть программа, которая во время войны, даже кооперативные дома, они берут на свой там баланс и должны отстраивать. Ну вот на данный момент, вот уже 1,5 года прошло, да, с начала войны, на данный момент мы на этапе того, что нам разрабатывают проект восстановления дома, но опять же, никто не дает никаких ни сроков, ничего, то есть вообще непонятно, сколько будет это длиться, эта разработка. Потом, как они объяснили в департаменте, что, значит, они отправляют это в Киев, и в Киев уже смету составляет и одобряет ее, то есть, а потом уже только начинается тендер, и сколько это будет длиться, ну, в общем, жить нам негде, и кто где живет, и нам нужно как-то выживать и существовать, ну, в общем, вот такие дела на сегодняшний день. Да. По факту получается, что до сих пор у нас нет до сих пор окончательного заключения, на каком на какой стадии разрушен наш дом. Только это наружных 45%, а внутренних так и нет, получается. Да, еще хотела добавить, недавно я прочитала, что вот эта экспертиза, которую они проводят, оказывается, она действительно, на самом деле, там всего лишь какой-то короткий период. Это мне юрист объяснил. То есть это там в течение 3 месяцев где-то. Потому что потом другой сезон наступает, дом еще может разрушаться дальше, какие-то изменения. Тем более еще, непонятно. У нас он не законсервирован ничего, тоже вот многие пишут, что это спорный вопрос. Мы просили консервацию, но потом мы узнали, что вроде это даже может и не нужно, непонятно. У людей течет, вот крышу хотя бы забить эту течет, все вот в 3-м подъезде и в 4-м сверху донизу полностью, все заливает. Все, а в итоге просто нам говорили, мы почувствовали себя какими-то обманутыми и растоптанными, потому что нам обещали одно, мы понимаем, что это война и все сложно, но зачем тогда эти все картинки, для кого они делаются? А в итоге у нас до сих пор разрушен дом. И красят лавочки, и цветочки вот я была высаживают, это очень красиво. Недавно дом полностью разрушенный, там соседний. Там выкрашивают детские площадки, там ни один человек вообще не живет. Зачем это делать? Лучше бы тебя не пустили на восстановление. За счетчики расскажу. Значит, было, недавно, может, месяц-два назад приезжает представитель с теплотрассы какой-то и говорит, я, как всегда, спрашиваю, кому, куда? Я приехал поставить счетчики. Для чего? Для кого? Говорю, дом нежилой, никто не живет. Мне сказали поставить счетчики в подвале. Говорю, подвалы разрушенные. Это так выходит, что для птички они. И также вот у нас 1-й, 2-й подъезд писали письмо, чтобы выключили поставку газа. Выключили. Все равно идут эти платежки. В доме никто не живет. Они даже не знают, я была там, они даже не знают, что дом разрушенный. Вот мне пришла квитанция за май месяц, а на подъезде написано объявление, что 25 апреля уже газ был отключенный. А квитанция за май пришла, 100 гривен. Мне 300. За месяц, это откуда эти деньги, если официально? Погорела квартира 104-я, которая полностью сгорела вместе с имуществом. Квитанция пришла, еще хозяйка, наверное, не забрала. 700 гривен. А вам же ходят с подъезда, все вытягивать, что можно, что нельзя. И возле класса сдают. Да. В общем, ситуация такая, что... Да, счетчики все поснимали, за свет нету. Краны все поснимали в квартирах, я не знаю, в ванных. Закрытый подъезд, как они туда заходят и как они все там срезают, непонятно. Все, что мы приобрели за всю свою жизнь, вот накопили, приобрели,
Все это было, ну, это были наши квартиры, в наших квартирах, все это имущество, ну, оно разрушено, оно пропало. То есть, по сути, мы остались, ну, на улице просто без жилья, абсолютно. И у нас как бы не осталось, если у кого-то какие-то были накопления, это хорошо, у кого их не было, ну все, ты обречен на какое-то выживание, ты один на один, ну, с этим миром просто вот, ты не знаешь, что тебе делать. Многие тоже лишились работы, люди не могут ее найти. Ну, что делать? Вот, что? Мы просто просим, чтобы нам наконец-то помогли, ну, восстановить жилье. Просто очень интересно, где эти все люди? В нашем доме только 216 квартир. Где все эти люди? Кто задается таким вопросом? Северная Салтовка – это тот же Мариуполь. 450 тысяч населения. Где они есть, эти люди? Кому это интересно, что это, как это? Все разъехались, все, кто выживает, кто как может. Тогда, когда были изначально обстрелы, про нас тоже забыли. 3 месяца сюда никто не ездил, ничего. Выезжайте, кто как хотите, куда хотите. У кого были машины, те уехали. У кого не было, просили такси, чтобы вывезли. Они сюда не ехали, потому что постоянные обстрелы. Вот и живите. Я помню, у нас же как бы мы без жилья все остались. И самое обидное, что звонят из горсовета, ну как бы и предлагают, ну вам нужно жилье, вот, пожалуйста, есть общежитие за 1500 гривен. То есть Харьков под обстрелами ежедневными. Приедь в Харьков, вернись, еще заплати 1500 за какое-то, ну, общежитие, еще умри там через 5 минут на улицу выйти. Или они предлагали место, где когда были сильные обстрелы ХАИ, они лично мне позвонили, говорят, мы вам можем предложить на ХАИ. Говорит, я говорю, я с ребенком, вы в своем уме? Ну мы вам ничего другого не можем предложить. На следующий день мне пришло письмо, что я вообще отказываюсь от жилья. При условии, что мне сказали, что мы вам будем искать. Все, она говорит, все общежития заняты. Я вам перечислю, говорю, в этот момент я в центре с ребенком находилась, в подвале живя. Они мне говорят, в центре, говорит, нет общежития. Я говорю, я вам перечислю 348 видов, говорю, где есть пустые комнаты. Такое отношение ко всем нам. Такое. МЧСники сделали проход к подъезду. Так это все выглядит здесь. После общения с жильцами мы пошли вовнутрь их квартир. И предлагаю вам обратить внимание на квартиры жильцов. Ведь их страх вполне обоснован. В доме по улице Натальи Ужви, 62, произошел обвал в подъезде. Такая ситуация может быть в любом разрушенном доме на Северной Салтовке 3. Обратите внимание, везде на стенах и на потолке трещины. Когда идет дождь, вода попадает в квартиры. Отсюда и грибок, и трещины. Ведь бетон очень сильно боится воды. Отсюда и происходит деформация бетона. Мы видели такое и в других домах. Это кухня. Плитки поотпадали. Здесь трещины. Люди жили. Вот так это все выглядит. В эту квартиру был прилет. И если бы здесь находились люди, они бы, скорее всего, или бы пострадали, или погибли. Ситуация очень страшная. Жильцы этой квартиры потеряли все, ведь мебель уже не восстановить. Трещины на потолке, стенах, дырка в окне. Это все сделала российская агрессия. Дальше я пошел в детскую. Когда понимаю, что в этой комнате жил ребенок, приходит осознание того, что ребенок лишился своего уголка. Вы можете увидеть разрушенную мебель, игрушки, которые не смогли вывести. Эти кадры не могут передать всю ту боль, которую испытывают эти жильцы. Так, это 9-й этаж. Трескальные стены, бетон. Здесь просто ужас. Так мы зашли еще в одну квартиру. Прилет был со стороны балкона. Жильцы этой квартиры потеряли все имущество. Их квартира очень сильно пострадала от прилета. Балконная плита разрушена. Жить на данный момент здесь просто не представляет возможности.
Жители этого дома хотят обратить на себя внимание, чтобы городские власти вышли с ними на связь и ответили на их вопросы. Что им делать? Как им дальше жить? Ведь они не живут, а выживают. У них нет квартир. Помимо комнаты разрушен и балкон, и кухня. Друзья, на этом у меня все. Как вы можете увидеть, с зимнего периода времени в этом доме нет никаких изменений. Лишь у подъезда появилось граффити. Жильцам этого дома, как и остальных домов, очень тяжело. Им нужна помощь. Некоторые волонтеры уже помогли постельным бельем. Жильцы в отчаянии. Жильцам страшно, ведь обрушение подъезда может произойти в любой момент, так как идет дождь. И вода попадает в дом. Помогите распространить это видео. Также ставьте палец вверх под этим видео. Подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересных сюжетов. Также не забывайте подписываться на наш инстаграм-канал. Ссылочка появится прямо сейчас. До новых встреч, друзья. Всем спасибо. Всем пока.